Всем привет, мои хорошие! Рубрика сегодня разделаем целого быка. Сначала думала, не буду YouTube снимать, но с вами хочу поделиться. Сейчас мы принесли ребрышки, хотим сейчас их бабашка уже все нарубил, все сделал, подготовил. А я это все сейчас заморожу так по пакетикам. Ребрышки, потом антрикоты, мясо будем перекручивать. Так что вам желаю приятного просмотра. Если не подписаны, конечно же, подписывайтесь. И самое... Что я хотела сказать? Самое интересное... Нет, и что хотела вам еще сказать? Самое главное, поддерживайте канал, потому что ваша поддержка очень важна. Если вам это интересно, то мы будем снимать. Так что давайте с вами вместе разделаем. А еще на заднем фоне у нас варится шурпа. А с вами вместе мы будем все это разделать. Смотрите, какие антрикотики. Какое красивое мясо. А еще этот... Сейчас вам покажу. Ой. Вот. Ой. Короче, будем это все разделывать. Сейчас мы это все помыли. А то многие потом самые умные пишут, что мы не моем. Еще 5-е, 10-е. Кстати, мне прилетел, знаете, какой комментарий? Я выставила в интернет, как печень, короче. И мне некоторые особы написали. Я сейчас читала и смеялась. На нормальное мясо денег не хватило. Ну, как можем, так и живем. Видите, не хватило на нормальное мясо. Короче, комментаторов достаточно бывает. Ну, без них, конечно, было бы скучно. Вот такие кусочки мяса жирное, вот такое, это все будем перекручивать и пускать это все на фарш. Сейчас вам покажу еще, как мы там шурпу делаем. Она же картошку, мартошку все почистила уже. Бросила. Все на домашнее мясо. И цвет очень красивый, да? Смотрите, светленькое. Я вот что, когда в Турции жила, там в магазине покупное мясо, я сразу различала, где домашнее, а где замороженное. Замороженное сразу такое темное мясо было. И вот что, в этом я, конечно, разбираюсь. Сейчас освободили свою морозильную камеру, ту самую большую. Сейчас пойдем это все будем замораживать. Я вот так делаю ребрышки отдельно, сейчас в пакет уберу. Потом мякоть мы сразу перекручиваем в пласты вот такие. Ну, короче, я все буду показывать вам. Раз начала с вами делиться, значит, я это тоже покажу. Сейчас с косточками разберемся, а дальше уже будет видно. Мои хорошие, ой, мы, короче, вот эти кусочки, где я сейчас подготовила, смотрите, ой, вот то, что я нарезала. Я отдельно их нарезаю, потом уже, когда мясорубку включу, буду все взбивать. Ой, мясорубку включу, буду перекручивать фарш. Сейчас подготовлю, чтобы они здесь эти кусочки не мешали. Удобно все равно. Вот так вот перекрутим фарш, потом надолго хватает. Раз надо, разморозил, приготовил. Очень. Честно сказать, вот так, когда ты большую скотину режешь, замораживаешь, совсем другой берекет. Морозильник полный, всегда есть что поесть. Вот. Сейчас мы это все сделаем. Да, немножко сложновато, пока ты это все переработаешь, но зато потом нам на это все хватает на год. Не ходишь, что это кусочку мяса не покупаешь. У нас, короче, 1 год. Бабашка в плане того, чтобы вот это оставлять, мы себе тоже не всегда оставляли, но половину мы всегда продавали. И 1 год бабаша говорит, да вы все оставляете, зачем это все оставляете, продайте, типа туда-сюда, ну, короче, как обычно. И получается, мы, когда начинали продавать, за то, что клиентов было очень много, нам ничего не оставалось, одни косточки оставались. И потом мы вот эту одну тушу продали 1 год, помню, и остались без мяса. Я потом в магазине покупала мясо по 2-3 килограмма, а там берекет же вообще не такой. И я намучилась вот это понемножку брать. И потом, после этого, бабушка больше ничего никогда не сказала. Мы всегда оставляли себе большое количество.
И в этот раз, просто сейчас следующую скотину уже будем через год резать. Зато уже год не будем думать, что будем там готовить, что надо, мясо, не мясо. Постоянно морозильник полный. И мы перестали покупать. Сейчас вот это все переработаем. Все отварим, легкие, печень, все вот заморожу. Из легких бурма будем делать хасметолса. Я вам, конечно, тоже покажу. Я уже давно ждала свою скотину, чтобы зарезали. Вот единственное, печень, легкие, вот такие места скотины, я очень такая, не знаю почему, я очень брезгую покупать. Беру, конечно, печень, если на вид она такая хорошая, я беру. А в основном, особенно легкие, я в магазинах не брала. Потому что, не знаю, вот в плане вот это брезгания, да, ну, не то вот что-то, душа не тянет. Я вот как приехала с Турции, я уже 5 месяцев хочу, никак скотину не резали свою. И вот сейчас, хасметолса, отварим ее на костре. Это все перекрутим и будем делать бурма. Ну, конечно же, я вам покажу, потому что, ну, я очень люблю. Вот. Сейчас это все будем перекручивать. А здесь я сейчас вот эти антрикотики тоже хочу убрать. Вот это на шурба пущу только пакетиками. Антрикоты мы вот также заморозим, хасметолса, а когда надо, потом раз достали там или запечь, или пожарить. Ну, если уже когда мякоть нужна бывает, мы уже ее вот так вот обрезаем, и потом я это все с хасметолса также буду пускать на фарш. Пока он мне не нужен, буду замораживать так. Вот. Это так и никак иначе. Ну, кое-какие антрикоты, конечно же, я сейчас мякоть сниму с них и на фарш буду пускать. Ой, раньше перерабатывали, у нас была, короче, Анашка как-то давным-давно купила электрическую мясорубку. И она попалась плохая. И она у нас горела сразу, после этого больше у нас не было. Потом я купила уже лет 5, ну, больше, наверное, электрическую мясорубку. Вот с ней мы готовим. А раньше вот такой вот домашняя мясорубка. Ну, кажется, когда я была в Турции, мои ею пользовались. Вот, сардеповская вот эта. Вот, смотрите. Вот такая вот. Но я думаю, что у каждого есть такая мясорубка. Вот. Ею вот мы и крутили. Ну, я сейчас все электрическое, конечно, буду делать. И все. А это мы пустим на шурба. Вот так вот. А там у бабашки тоже там косточки есть. Мы сейчас пойдем их тоже будем рубать. Ну, если, короче, получится показать. Там кто-то разговаривает, а я не слышу. Она? Багры плавит нас, ищет меня. А? Багры плавит нас, ищет меня. Саиш Мегерик? Да. А вдруг вы там что-то про меня говорите? А еще вот эта лопаточка, кусочек, я помню, бабушка это вот об стенку делает почему-то, только я не знаю для чего. Вот эти антрикотики именно такие красивые, я буду замораживать. А потом... Мышиха. Вот эта скотина, кошка серая, не знаю. У нас какие-то посторонние кошки в доме живут. Еще и не боятся. О, только Вачка тебя раньше боялся. Теперь я сама себя боюсь. Ой, а я люблю вот такие куски, смотрите. Это грудка, грудинка, или как она называется. Вот, когда он так варится, вот так нарезать. Так вкусно очень. Вообще из свежины один день приготовим тандырную самсу в домашних условиях на костре. Я один раз пробовала, но поняла свою ошибку. Теперь знаю, как можно ее приготовить, и мы это сделаем один день. Пока я перерабатываю мясо,
К нам домой пришла служанка. Она моет полы. Но она очень хорошо убирает. Шнур задела, пошатала мне штатив. Да. Она из-за того, что она добросовестный работник, я ее еще на работу в магазин приходит, там тоже полы она моет. Я в тот день разлила в магазине воду. Вроде она ее помыла. Я прихожу на второй день. А там вот это у меня железка вокруг, где вещи висят. Там под ней вся вода. Я вытерла, сочится когда вот должна так. была вытекать. Да, ну не вытекла она так в конце. Вот так оставить, да, вот такой антрикот с мясом. Верно. Можно я пол протру там? Можно там пол протру? Ну только еще поправь потом. Я скоро заодно видите. Нет, иди, ты уже что-то скажи, она. Да, конечно. Смотрите. Мне А скоро ну- домой А ну, уходить. Шурочка, а ну покажи, подожди. Это Шурочка, знакомьтесь. Это наш домработница. Она убирается, моет полы, потому что у меня на это времени не хватает. Нет, я на другое больше ничего не способна. И у меня рабочий день кончается, мне надо кончить и уйти. Ну, еще не 5 часов уже. Пока я домой 5 будет. А Санчик кто? Касанчик мой телохранитель. Я видео снимаю, да? А мама жопой стала. А? Она посмотрит. Она встань вот сюда, встань вот сюда. Ну все, я Нет, поняла. посмотри, вот теперь смотри в камеру. Я потом удалю. Вот так Ну не смотри. покажи, да. Ну я поняла, ну а как Ладно, мне так? еще- Я вот так же не могу утирать. Короче, в нашей семье не соскучишься. Ой, почти горно. Ты как Хеленка Сабина прям. Мои хорошие, будем готовить сегодня шурпу. Вот такое жирное мясо, грудки вот это, или грудинка, как она называется, короче, говяжья, очень вкусно. Я люблю ее в процессе готовки есть. Ребрышки сюда отправляем. Колтышку вот такую для наваристого бульона. Видите, такие жирные куски мяса. Также вот ребрышки все сюда. А это жир. Сейчас кубиками нарежем. Все, и будем это пару часов варить. Но весь процесс я вам покажу. Кастрюля большая. Хотела готовить на костре, но там идет дождь, и кажется, он усиливается. Решила сделать его в доме. Вот так, короче, мясо накинула. Сейчас залью водичкой. И пока оно будет вариться, я пойду разделать мясо. Мои хорошие, ароматная, вкусная шурпа у нас получилась. Конечно, хотела сюда болгарский. Я сюда, конечно, хотела болгарский перец кинуть, но Анашка пришла, свой вот этот мелкий накинула сюда. И я говорю, зачем ты такой кинула? Я хотела, она говорит, возьми, кинь. Ну, уже кидать ничего не буду. Сейчас будем с вами отправлять сюда картошку. В принципе, знаете, очень много подписчиков всегда пишут, как вы готовите суп, покажите. Особенно мы его никак не готовим. Ну вот мясо кидаем, варится, потом постепенно лук, морковку, овощи, которые вы любите, кидаете, ну и картошку. А здесь и кизил плавает в супчике. Это айтмауна быркамсиге. А я вот говорю, видите? Кизил откуда там? Ну вон плавает один вот. А, перец морозильники, может быть, попал его в луковый этот? Что вы не подумали, что я вру? Вот кизил, шурпе, это свой особенное, это своя изюминка. Айтым курдун. Вот такую картошку крупно кидаем на шурпу. Вообще некоторые люди мне вообще пишут, как вы пельмени вы суп варите. Реально такие моменты снимать я буду снимать. Просто у меня вот этот больше месяца, у меня времени не хватает. С работы я поздно прихожу, а сегодня мы просто выходные. А пельмени, потому что все по-разному варят. Может, картошку вот эту целиком бросить, такую крупную? Она все сварится.
Ну, бросай. Все, теперь до готовности картошка. И все, будем отключать и кушать, наслаждаться такой вкусной шурпой. Наваришь ты. Ну что? 15 литров шурпы. Понемножку, 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 понемножку. 15-литровый казан полный. В неделю будем суп кушать. Я шучу, нет, не неделю. Нас будет много. Сейчас пойдут тетешки, и мы будем кушать. Сейчас вам наваристый бульон покажу. Мои хорошие, посмотрите, какой бульон красивый у нас получился. Жир, как куда же шурпа без жира. Перец Анашка бросила замороженный красный. Картошечка вот наша сейчас, которую бросали. Ну и мясо. Мясо и грудинка разные здесь, чтобы был наваристый вкусный бульон, шурпа. Вот такая вот красивая. Еще сверху зелень, будет вообще вкусно. Сейчас приготовится, потом уже, конечно же, вам тоже покажу. Конечно, я это хотела на костре готовить, так как у нас идет дождь. Я не рискнула и готовим его в доме. Тоже ароматно, вкусненько. Ну, как-нибудь шурпу тоже на костре приготовим. Уже потеплело, можно делать всякие эксперименты. Ну, конечно же, с вашей поддержкой. Если вы будете поддерживать наш влог, то Хатадешка будет снимать больше контента. Ну что, мои хорошие, будем теперь крутить мясо. Вот. Жир будем, конечно же, отдельно. Так, бисмилля. Мои хорошие, я прокрутила все мясо. Посмотрите, какой красивый фарш получился. Сейчас этот фарш мы так хорошенечко перемешиваем, потому что я крутила его жиром, чтобы он не был такой сильно постный. Кто делает постоянно хамурлаш, сармушки, долма, манты, эти блюда очень любят жирное мясо. За это мы добавляем немножко туда жира. Это получается потом сочный, вкусный. Чтобы равномерно у нас был фарш, мы все так перекручиваем. Это только 1% фарша, то, что я перекрутила, потому что это еще из обрезков я сделала фарш. А из другого мяса, там шея, ляжки, передние, задние мы еще не крутили. Их тоже будем перекручивать, но до них я еще не дошла. Вот такой красивый фарш получился. По пакетикам раскидаем с Анашкой. Сейчас Анашка придет. Вот так вот по кусочку в морозильник. И все. Когда надо, раз достали и приготовили. Вот это как тренд есть. Нара-нара-най, нара-нара-най, нара-нара-най. Мы тоже так же входим в эти тренды. Надо будет проверить. Все, мои хорошие, перекрутили это все мясо. Теперь будем вот так по кусочку делать. Шариками.
удобно и просто потом, конечно, это все бегает. Мама молчит, как будто бы я не разрешаю разговаривать. Разрешаешь, да? Молчу. Я очень люблю, когда мясо жирное, и когда ты готовишь вот это все национальные блюда, особенно наши, манты, сарма, долма, как говорится, кобите, мясо должно быть сочное, восточное. Из-за этого мы всегда крутим, если мясо не сильно жирное, то обязательно жир отдельно. Потому что когда оно мясо жирное, оно сочное блюдо получается. Мало ставишь? Ну, сразу 2 возьмете. Надо один день котлеты снять. Я никак не приготовлю. На котлеты 2 раза сразу прокрути, не забудь. Сколько Паша сказала, у нас еще мякоти там? Половину еще. Бабашка сказала, 60 с чем-то килограмм. И чистой мякоти еще надо переработать. Да. Мало говорит, половина еще. Сегодня еще погода такая, и Солнце светит, может быть, завтра уже не будет даже. погода, конечно, очень интересная. Непредсказуемо, как говорится. Из-за этого я суп хотела на костре, из-за того, что погода, тут дождь усиливался, так не приготовил. Хотя можно было, перестал этот дождь. Ну ничего. Уже весна, весной много чего можно на костре делать. Это зимой ты не выйдешь толком. Не надо вот это давать, вот так делать. Еще кило мяса. А ты вот так будешь делать? Сейчас из этого еще лепешечки сейчас делаем. Легче будет замораживать нам. Вот так, вот так, вот так. Я смешок Да, так легче. Вот такие вот лепешечки делаем. И убираем это все в холодильник. Раньше только шариками делали и ложили. А вот так вот удобнее намного. Я почему делаю не такие большие, потом у нас там сетка, и в сетку очень удобно. Только так слаживаешь. Хорошо получается. Бригада ух работает до ух. Сейчас сразу отнесу в заморозку. Конечно, это будет, наверное, больше суток замораживаться. С мяса сразу много в морозильнике. А этот позапрошлом году тоже так замораживаем. На второй день смотрим, мясо все мягкое. А оно получается это за то, что много, видимо, холодильник не успевает. Вот такие вот лепешки мы сделали. Теперь сейчас все, заморозку. И будем приступать к следующей заморозке, как говорится, и крутить мясо. Вот это тоже надо поставить, хочу. Сейчас поставим. Вот эта чашка, мы ее не выбрасываем, потому что она же говорит, хартанандан халды. Хартанаңнан қалмады bu çanak. Это когда замуж вышла, сама купила. Тизень, Короче, можно вернее, ее на металлом сдать. Тизень купила себе и мне купила. В те года таких чашек мало было.
Она уже с дырками, и все равно мы ей пользуемся. А ты могла бы не показывать эту дырку? Она с виду... Пусть люди видят. Ну да. Алгана çok söyle. Не поднимай. Вы посмотрите. Все. Идемте замораживать. Вот, получается, у нас сетка. И я вот так вот их выкладываю. Мы кордонку стелим, чтобы в сетку мясо не прилипало. И удобно. Раз. Вот такие вот кругляшочки делаем. И удобно, и хорошо. Вот так вот, короче. Хорошие. Теперь вот эти вот антрикоты у меня, то, что осталось. Сейчас их еще переработаю. И все. Это уже крупные антрикоты остались. Сейчас вам хочу показать. Ну и грудка есть здесь. И антрикоты. Мякоть хочу немножко отделить. То, что на супчик убрать на супчик. А то, что этот на второй пустить. Мы в основном, честно сказать, этот второй вот так делаешь. Супчики-то мы тоже часто как бы готовим. Ну, в основном на второй больше уходит, как говорится. Вот так вот на наварчик, на супчик оставляю. И все. Так, вырезаем. Надо эту грудку отдельно. Вот видите? Вот этот большой антрикот оставлю в гриле запечь. Бедная наша мясорубка сегодня в шоке. Сейчас, получается, хочу прокрутить все такие места, вот эти вот кусочки, мусочки всякие, вот такие маленькие прокручу. А крупные уже то, что задние ляжки, с передней ляжки крупные куски будут, их заморожу уже, когда нужно будет. Потом раз... Достал, в любой момент перекрутил. Потому что не всегда же фарш нужен бывает. То там мясо хочется пожарить, просто поесть. То шашлыки особо мы так не делаем. Не знаю почему. В основном из курицы, наверное. Уже вот этот большой нож тоже затупил, надо, чтобы больше сказать, чтобы он наточил. А то сейчас буду нарезать следующее мясо, которое там лежит в гараже. И все. Короче, мы сегодня справимся. Ну, честно сказать, уже руки болят, это нарезаешь мясо. Сейчас я это все прокручу. Дальше уже покажу, что мы будем делать.
теперь уже не скоро дадут, наверное. У нас, короче, отключили воду. Как какое-то мероприятие, как что-то у нас, то обязательно отключают воду. Сегодня, когда мы зарезали скотину, там, ну, когда нужна вода, ее, как обычно, нет. Хорошо, хоть успели помыть мясо. Да. А ваша шорба, наверное, там надо будет. А шарма включить. Это бабашкины ножи, они скотину им режут, но они такие острые. Это старые еще. У нас давным-давно, лет сколько, 20-25 тому назад, 20 точно, наверное, была своя бойня. И этот Рамик Ледаишка занимался скотиной, и наши резали. И получается, и вот эти ножи у бабашки еще с тех времен. Это он такой большой, он редко когда дает. Бабашка вот что-что, в плане ножей, бабашка, вот он, ну, как бы не жадный, ничего, а вот в плане ножей он жадный, потому что он говорит, вы как-то режете, они у меня тупеют. Он не дает. Вот что-что в этом есть. Кстати, и Искендер в бабашку. Искендер же тоже жадный насчет ножей. И бабашка такой же. Фу, я поняла теперь, кто в кого. Вот это такие места люблю жарить. Ой, в суп добавлять. Вкусно очень.